Эльза мчалась за машиной, отчаянно стараясь не остаться в одиночестве посреди чужого места. Она бежала за тем, кого любила всей душой, кому верила без остатка и кого никогда не могла бы предать, потому что предательство было ей чуждо. «Познакомься, Ира, это Эльза», — с радостной улыбкой проговорил Вадим, указывая на свою собаку. На пороге стояла высокая стройная девушка на головокружительных шпильках, в сверкающих туфлях, заметно возвышаясь над парнем. Она очень ласковая, умная. Вы точно найдете общий язык, хотя, чего я уверен, что так и будет. Эльза виляла хвостом, крутясь возле ног хозяина, но на незнакомку поглядывала с осторожностью. Собаки всегда с недоверием относятся к новым людям. Но в этот раз Эльзу настораживало что-то иное. Ее чутье кричало, что от этой женщины веет чем-то отталкивающим. И дело тут было не только в удушливом аромате ее духов. Просто Эльза, как и многие псы, безошибочно чувствовала опасность в человеке. Ее внутренний радар никогда не подводил. Она старалась держать Вадима подальше от таких людей, отводить, натягивать поводок, отворачивать от неприятных личностей. Забота о хозяине была для нее важнее всего. Но теперь у нее не было этой возможности. В маленькой квартире особо не разбежишься. К тому же Вадим относился к Ирине особенно нежно. Целовал ее, обнимал. Уловив на себе настороженный взгляд Эльзы, Ира взяла Вадима за руку и, заведя его на кухню, негромко, но отчетливо произнесла: «Ты даже не сказал, что у тебя собака». «А повод был?» — тихо парировал Вадим. «Тебя это смущает?» «Более чем. Я не перевариваю собак и не собираюсь жить под одной крышей с этой... Как ты ее назвал?» «Эльза». «Вот, Эльза». Она с отвращением повторила имя. «Пока она будет здесь, ни о каком переезде и свадьбе речи быть не может. Выбирай, Вадим, я или собака». На улице лил ливень. Дворники со стервенением гоняли воду по лобовому стеклу. Вадим с каменным выражением лица молча гнал машину по ночной трассе. Его раздирало чувство вины, словно он сам себя предал. Будто кто-то влил в его душу целое ведро помоев. Он сам себе казался отвратительным. Он ведь собирался жениться, хотел семью, и Ирина вроде бы подходящая. К тому же ее отец обещал вытащить его бизнес из болота. Человек влиятельный, слово держит. Отказываться от такой возможности было бы глупо. Он вдавил педаль газа, машина ускорилась. Сзади на сиденье лежала Эльза. Она смотрела в окно, за которым все заливал дождь. С самого появления Иры Вадим стал другим. Отдалился, перестал ее гладить, разговаривать, он стал чужим. И сердце собаки это чувствовало. Машина остановилась. Вадим, закурив, накинул капюшон и вышел. Затем открыл заднюю дверь, выволок собаку наружу и захлопнул дверь. Эльза скулила. Мгновение, и машина рванула с места, исчезая в темноте. Собака осталась стоять под дождем. Он хлестал по ее мокрой шерсти, но казался ей ласковым, как будто шептал: «Ты не одна». Эльза рванула вслед за автомобилем. Она не могла поверить, что все так просто, что ее оставили, что человек, которого она любила, просто бросил ее в никуда. Но как догнать авто, мчащееся на полной скорости? Она бежала, сколько хватало сил. Вода стекала по ее бокам, шерсть намокла, мешая двигаться. Но она не могла остановиться. Когда не хватает сил остановиться, судьба берет инициативу. На дороге вдруг вспыхнули фары, визг тормозов, глухой удар, тишина. Мужчина подбежал к телу собаки, осторожно заглянул ей в глаза. В них еще горел огонь. Он поднял ее на руки и положил в салон своей машины, на куртку. Звали его Олег. Он отвез ее в круглосуточную ветклинику. Врач, не задавая лишних вопросов, принял пациента.
С первых минут было ясно, собаку просто выбросили. Травм не оказалось, только сильные ушибы. Назначили мазь, холод и покой. В своей квартире Олег постелил на пол куртку, положил Эльзу. Извинился. Это пока. Потом придумаем, что дальше. Через 10 дней Эльза начала ходить, хоть и прихрамывала. Она смотрела на Олега с доверием. Он же, сидя рядом, говорил: «Так значит, выбросили тебя?» Ясно. Он сам пережил многое. Друзья его предали. Один увел девушку, второй подставил в бизнесе, третий втянул в неприятности. Он уехал, чтобы все начать заново. И, возможно, эта собака тоже начинала с нуля. Теперь они были вдвоем. И, кажется, у каждого появился шанс начать все сначала. Потому что иногда даже преданная собака может найти человека, который не предаст. Все вопросы, касающиеся ухода за собакой, Олег решал исключительно с ветеринаром. Тот сразу после первого осмотра протянул ему визитку и посоветовал не стесняться звонить, если вдруг понадобится совет или помощь. Благодаря этим консультациям Олег сумел привести Эльзу в порядок, вымыв с ее шерсти остатки дорожной грязи. Ожидая сопротивления, он приготовился к сложной процедуре, но, к его удивлению, собака отнеслась к купанию спокойно, без малейших признаков страха или агрессии. Позже он не раз советовался с врачом по вопросам питания, подбирал корм, а также дважды возил Эльзу на повторные осмотры, тревожась, не остался ли у нее психологический след от пережитого. Ее вялость, отсутствие аппетита, равнодушие ко всему происходящему – все это вызывало у Олега сильное беспокойство. Такое поведение вполне объяснимо, успокоил его Сергей Федорович, врач. Он порекомендовал побольше бывать с собакой на свежем воздухе, не требовать от нее немедленной ответной реакции и просто быть рядом. Дайте ей время, когда привыкнет, все наладится. Возможно, она даже начнет вам доверять. Так и произошло. Через 1,5 месяца, с момента той ночи на трассе, Эльза, а теперь уже Лизи, как назвал ее Олег, постепенно ожила. Отношения между ними стали теплее, доверительнее. Она начала лучше есть, больше двигаться, уже не шарахалась от посторонних. И хотя она еще не вела себя как преданная подруга, в ее взгляде появилось что-то мягкое, узнающее. К новой кличке она привыкла быстро, возможно, из-за ее звучного сходства со старой. А может, потому что вместе с именем она оставила позади и старую боль. Каждый день они гуляли вместе, в любую погоду. Иногда под солнцем, иногда под снегом, но чаще под дождем. Именно дождь заставлял ее глаза наполняться грустью. Не из-за капель, а из-за воспоминаний. Собака, пусть и не человек, но чувствует не меньше. Кто думает иначе, вероятно, никогда не держал собаку. В один из холодных ноябрьских дней, во время их обычной прогулки в парке, Лизи внезапно сорвалась с места, погнавшись за кошкой. Олег в этот момент стоял у уличного ларька, покупал кофе. Единственное средство хоть немного согреться в промозглую погоду. Когда он обернулся, собаки уже не было. Бросив горячий стакан на прилавок, он рванул по аллее, в панике не зная, куда бежать. Тем временем Лизи с азартом облаивала кошку, залезшую на дерево. Возможно, требовала продолжения охоты. Рядом притормозил черный внедорожник. Из машины вышел мужчина, сделал пару шагов и замер. «Эльза!» – сдавленно произнес он. Собака замерла. Сначала не поняла, что зовут именно ее. Но когда голос повторился и в нем зазвучали знакомые интонации, она медленно обернулась. Вадим подошел ближе, сел на корточки и поманил ее к себе. «Эльза, подойди. Я скучал, слышишь?» Собака не двигалась. Хвост слегка подрагивал. Она будто боролась с внутренним конфликтом. Броситься или остаться на месте? Она не забыла его и, возможно, в глубине души продолжала любить, но... Простить? Вадим, не дождавшись реакции,
перепрыгнул через ограду и подступил ближе, прижимая ее к себе. «Малышка, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Пойдем со мной». Она позволила себя обнять, но радости в ее взгляде не было. Она не ласкалась, не виляла хвостом. Она позволила и только. Олег приближался как раз в этот момент и увидел, как мужчина тащит Лизе за ошейник к машине. Подбежав, он резко развернул его за плечо. «Ты что творишь? Это моя собака». «А ты кто такой?» «Хозяин. Ее зовут Лизи». Собака сделала шаг в сторону Олега, но Вадим крепко держал ее. «Лизи? Да это Эльза. Я ее с детства воспитывал. Это моя собака». «И что дальше?» — нахмурился Олег. «Не твое дело. Я ее забираю». «Нет, она моя и останется со мной. Не испытывай судьбу». Глаза Вадима налились злобой. Он резко занес руку, чтобы ударить, но в ту же секунду Лизи вырвалась и встала между ними. Она впервые за весь этот конфликт зарычала. В ее взгляде была решимость, граничащая с яростью. Она обнажила клыки, готовая защищать своего нового хозяина. Вадим отступил. Это был не страх. Это был шок. Никогда прежде Эльза не смотрела на него так. «Пошли домой, Лизи», — сказал Олег тихо. Она медленно подошла, уткнулась носом в его ладонь и позволила застегнуть поводок. Они удалялись по аллее, не оборачиваясь. А Вадим стоял, сжав кулаки. Его лицо побагровело от бессилия. С Ириной у него не получилось. До свадьбы так и не дошло. Отец ее отказался помогать, фирму пришлось продать, долги с трудом удалось закрыть. Он часто возвращался мыслями к той ночи, и внутри у него все сжималось от стыда. Но изменить ничего было уже нельзя. Собаки умеют прощать многое, но не предательство. Предательство они помнят всегда.